Как заботиться о сердце? 6 полезных привычек. Привычка 1. Регулярная физическая активность. В первую очередь стоит приобрести привычку регулярно заниматься физкультурой. Это может быть умеренная нагрузка, например, быстрая ходьба со скоростью около 5 км в час, езда на велосипеде со скоростью менее 16 км/час, водная аэробика от 2,5 часов в неделю с постепенным повышением до 5 часов. Для тех, у кого меньше свободного времени, в качестве альтернативы специалисты рекомендуют интенсивную аэробную нагрузку от 75 минут до 2,5 часов в неделю, бег, плавание или езду на велосипеде со скоростью более 16 км/час. Умеренную и интенсивную физические нагрузки также можно комбинировать. При этом правильнее распределять тренировки равномерно в течение недели. Не стоит забывать про укрепление мышц. Это могут быть, например, подъем тяжестей, отжимания, подтягивания, упражнения с эспандером, скалолазание в закрытых помещениях или перетягивание каната. Выполнять такие упражнения стоит хотя бы 2 раза в неделю. Привычка 2. Контроль массы тела и окружности талии. Периодически взвешиваясь, можно вовремя выявить важный фактор сердечно-сосудистого риска – повышенный индекс массы тела, ИМТ. Второй такой фактор – увеличенная окружность талии. ИМТ можно рассчитать на калькуляторе. В норме ИМТ составляет 20-25, а окружность талии – менее 94 см у мужчин и менее 80 см у женщин. Привычка 3. Жизнь без курения. Курение – виновник 10% всех смертей от сердечно-сосудистых причин. В среднем эта привычка сокращает жизнь на 10 лет. Оценить степень никотиновой зависимости можно с помощью теста Фагерстрима. Не стесняйтесь обращаться к врачу за помощью для отказа от курения. При тяжелой зависимости может потребоваться медикаментозная терапия. Привычка 4. Здоровое питание. Не подсаливайте пищу. Суточное потребление соли не должно превышать 5 граммов, чайная ложка без горки, включая поваренную соль, добавляемую при приготовлении пищи, и ту, что уже содержится в готовых продуктах. В первое время после отказа от соли еда может показаться необычной, но вскоре можно будет наслаждаться истинным вкусом продуктов. Ешьте больше фруктов и овощей. Не менее 400 граммов или 5 порций фруктов и не менее 400 граммов вареных или свежих овощей в день. Одна порция – это один крупный фрукт, например, яблоко или апельсин, или 2 небольших, например, сливы или киви. Такая полезная привычка позволит получать необходимую норму пищевых волокон не менее 30 граммов в день. Пищевые волокна в большом количестве содержатся во фруктах, груши, яблоки, апельсины, персики, ягодах, малина, клубника, черника, овощах, цветная капуста, брокколи, зеленая фасоль и бобовых, горох, чечевица, фасоль. Отдавайте предпочтение рыбе и домашней птице без кожи и постному красному мясу без прослоек жира. Рыбу стоит включать в меню 1-2 раза в неделю, причем в один из дней – жирную, скумбрия, сардины, лосось, макрель, сельдь, палтус. Ограничьте насыщенные жирные кислоты, такие как растительное масло, они должны составлять не более 10% от общей калорийности рациона. Врачи не рекомендуют употреблять более 1 чайной ложки оливкового масла в день. Для профилактики атеросклероза выбирайте только мягкий маргарин, выпускаемый в тюбиках, маргарин-спред и пластмассовых коробочках с низким содержанием насыщенного жира и трансизомеров ЖК, менее 1%. Также полезна привычка съедать 30 граммов несоленых орехов в день, кроме арахиса, который на самом деле относится к бобовым. Привычка 5. Ограничение употребления алкоголя. Для сохранения здоровья сердца и не только врачи рекомендуют ограничить употребление алкоголя. Так, максимальное суточное количество – чуть меньше 2 небольших бокалов вина, каждый около 100 мл, 2 бутылки пива,
каждая около 0,33 литра, или 2 рюмки водки по 30 мл для мужчин и в 2 раза меньше для женщин. Если вы не можете ограничиться этим количеством, от приема алкоголя лучше воздержаться. Привычка 6. Регулярные профилактические осмотры. Особенно важно наблюдаться у врача тем, у кого в семейном анамнезе присутствует раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гиперхолестеринемия, повышенный уровень холестерина, а также другие факторы риска – курение, высокое артериальное давление, сахарный диабет или повышенный уровень плохого холестерина. Если риск близок к пороговому, то есть такому, что может потребоваться лечение, обследование сердечно-сосудистой системы должно проводиться каждые 5 лет. О регулярных осмотрах могут не думать мужчины моложе 40 лет и женщины моложе 50 лет без факторов сердечно-сосудистого риска.